Сегодня мы поговорим о пациентах с букетом хронических заболеваний с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом. Также мы добавили возможность получить книги по медицинским направлениям. Ссылка также под видео. Ну, тогда начнем. Каждый уважающий себя пациент гастроэнтеролога с букетом хронических заболеваний имеет в своей карте хотя бы один из таких диагнозов, как хронический гастрит, эрозивный гастрит, хронический гастродуоденит, бульбит и так далее. Давайте разбираться, как не запутаться в этих терминах и что это вообще такое. Гастрит – воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка, связанное с ее повреждением. А если воспаления нет или оно минимально, значит это не гастрит, а гастропатия. Например, в заключении эндоскописта вы увидели хронический неатрофический гастрит. Означает ли это, что у вас действительно гастрит? Нет. Именно гастрит можно поставить только по биопсии, когда врач-морфолог, который эту биопсию смотрит, видит в ней клетки воспаления. Поэтому, если при осмотре ЭГДС есть покраснение слизистой, в заключении нужно написать гастропатия. Аналогично, если биопсию взяли, но врач-морфолог не выявил воспалительных изменений, можно ли поставить гастрит, проведя эндоскопию без биопсии? Эндоскопические признаки гастрита включают эритему, покраснение слизистой, эрозии слизистой оболочки, отсутствие рубцовых складок, наличие видимых сосудов. Однако эти признаки обладают низкой чувствительностью. Нужна морфология. Что такое хронический гастродуоденит? Тоже частое заключение ЭГДС. Его описывают в том случае, если во время проведения исследования врач-эндоскопист видит покраснение слизистой не только желудка, но и двенадцатиперстной кишки. Это следующий отдел после желудка. Пища из желудка эвакуируется в двенадцатиперстную кишку. Иногда дуоденит называют бульбитом. Это означает, что во время проведения ЭГДС врач-эндоскопист увидел покраснение в луковице двенадцатиперстной кишки, то есть части двенадцатиперстной кишки, ближайшей к желудку. Но чтобы говорить о том, что это покраснение слизистой связано с воспалением, необходимо брать биопсию и увидеть в ней воспалительные изменения. Если же у вас в желудке обнаружили эрозии и написали эрозивный гастрит, или, как более корректно писать, эрозивная гастропатия, то этих данных нам недостаточно, чтобы поставить какой-либо диагноз. Нам нужно понимать, в чем причина эрозий. Иначе диагноз не может быть полным, повреждения слизистой есть, а чем они вызваны, непонятно. Причины эрозии мы разбираем в методичке в разделе «Эрозии». Если вам по результатам ЭГДС описывают дуоденогастральный рефлюкс, это значит, что во время осмотра врач-эндоскопист видит в желудке желчь. К сожалению, регулярно на этом основании пациенту ставится диагноз рефлюкс-гастрит, что в большинстве случаев не соответствует действительности, поскольку дуоденогастральный рефлюкс встречается в норме у здоровых людей. Отдельно скажу про атрофический гастрит, который часто ставится по результатам выполненной ЭГДС без биопсии. Так делать нельзя, поскольку атрофия, как и гастрит, должна подтверждаться морфологически, то есть по биопсии. Всегда ли нужно брать биопсию из желудка? Не всегда. Если там нет никаких значимых изменений и врач видит небольшое покраснение слизистой. Другое название – гиперемия или эритема. И на этом основании пишет в заключении гастропатия, то биопсию можно и не брать. В этом нет необходимости. Потому что тактика лечения и обследования от взятия биопсии никак не поменяется. А вот если есть подозрение на атрофию, в этом случае взятие биопсии обязательно, и это не 1-2 фрагмента, а 5 фрагментов, чтобы понимать распространенность атрофии. Иногда в заключении ЭГДС описывают смешанный гастрит. Но просто термин «смешанный» нам не дает ровным счетом ничего. Необходимо пояснение,
что доктор имеет в виду и, как правило, под этим подразумевают атрофический гастрит и Helicobacter pylori ассоциированный. Но, как мы уже разобрали, и атрофия, и хеликобактер должны быть подтверждены и не выставляться только по результатам осмотра. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!